отмечать день рождения нашей подруги, которая вообще не в курсе, где она будет отмечать этот день. В общем, впереди много эмоций интересных и смешанных, поэтому оставайтесь с нами и смотрите, как это было. А улетаем мы на Майорку. А вот и ребята подъехали. Ксю, как настрой, какие эмоции? Да нет пока никаких особых эмоций. Ну, как бы есть предвкушение, понимание того, что что-то будет необычное. Возможно, даже то, чего я не ожидаю, может быть, то, чего я ожидаю, не знаю. Чего ты ожидаешь? Слушай, ожидаю, что будет весело, кайфово и драйвово, наверное. Хорошо, а ты как и куда? Ты отправляешься? Ты точно там, где пальмы, я уверена, наверное. Там, где пальмы. Интересно, почему Не знаю, так? Ваня сказал в теплое место, поэтому там, скорее всего, должны быть пальмы, ничего не знаю. А так, много вопросов. Где остальные, где Ваня? Ваня? Где Будет остальные? ли Где Ваня? Диана? Ваня уже поехать не может, да? Будет ли Полететь. Кейт с Сержем? Может быть, кто-то еще захочет присоединиться. Ваня с к нам, Сержем? конечно, Кейт с Сержем, да. Они Сержем? Вот, может быть, кто-то еще захочет присоединиться, не знаю, к нашему путешествию. Ксю вообще почти все угадала. На Майорке пальмы 100% будут. Более того, даже сам аэропорт находится в городе Пальма. Так что да, про пальмы все сошлось. И про друзей она тоже была близка. Вот только с количеством немного не угадала. Нас планировалось чуть больше. К сожалению, случился экспромт, и приехать смогли не все. Но ребята, которые живут в Валенсии, таки приехали и ожидают нас в аэропорту. Но даже в таком раскладе, считаю, нас собралось немало. Пару часов полета, и мы снова все увидимся. Ну что, ребят, всем хорошего полета. Хорошего полета нам! Пальма. Don't break me. I'm living for the highlights, living for my dream. So baby, stay with me. I'm living for the highlights, living for right. Мы на землях, на новых землях. Где-то за углом нас ждут друзья. Сейчас мы их встретим. И будет сюрприз. Долетели. Покажите плакат. Это все мы. Кейт и Серж живут в Валенсии, поэтому до острова добрались чуть быстрее нас. Они заранее арендовали машину на всю нашу банду и примчались встречать нас прямо в аэропорт. Вот мы выходим с аэропорта, ловим первые впечатления, грузимся в машину и едем на виллу. По пути заезжаем в супермаркет купить ужин и завтрак. Радость от встречи, смех и шуточки. И вот мы уже за общим столом делимся планами на завтрашний день. Ведь завтра начинается наше настоящее приключение. Мой утренний энергетик. Кофеек, если что. И утренняя фотосессия. Te dije yo llorando que esto no puede ser, que tú no estás amando, solo soy un cualquiera. Y aunque me duele tanto, mi amor, no te lo voy a conceder. Tú solo quieres juegos y este amor no juega otra. Нашли одну очень интересную локацию, и сейчас нужно будет доехать на ней на автобусе. Поэтому мы парканули на этом месте машину и передвигаемся к остановке и проверим заодно как раз таки пальмовские автобусы.
Как работают автобусы, нам так и не удалось проверить. Дело в том, что на Маяк ехать 1,5 часа, а пускают туда только автобусы. Для машин проезд закрыт. И вроде бы ничего страшного, но желающих туда попасть оказалось слишком много. Представьте, стоять 1,5 часа в душном, набитом битком автобусе. Мы переглянулись и в последний момент решили: спасибо, но нет, меняем локацию. И в итоге поехали на мыс Мирадор де Эскаламер. И если честно, это было прям супер решением. Мы сэкономили кучу времени, добрались с комфортом, с кондиционером, на своей машине и увидели в итоге просто потрясающее место. Вот смотрите, коза на этой стоит на горе. Вон. И вон там еще. Горная коза. А, их там много. Смотрите. Просто восторг. О, эти штучки. Монетку можно сделать. В общем, мы приехали на шикарнейшую локацию. Ну как шикарнейшая? Пока еще не знаю, знаю. что она шикарная. Но сейчас точно должен будет открываться красивый вид. Сейчас зачекаем. Там он уже открывается. В этих горных местностях водятся еще козы. Вот одна пришла к нам. Походу специально для фотосъемки пришла сюда. Прикольно. Цвет воды просто непередаваемый. Ну, неплохо, как для первого вьюпоинта. Ожидал попроще. Невероятно красиво, и никаких кроме слов, что как красиво, больше не могу сказать, потому что это просто челюсть. И на счет 3. Все, дальше не поплыву там глубоко. А я маленькая. Теперь дойду. Хоп. О, прикольно, тут пузыречки прямо. Одно место. Рассказывай первый день на Майорке. Первый день на Майорке. Это прикольно. Я соскучилась за бассейнами. Реально 1,5 года без бассейна. Когда-то это было для тебя обычной нормой, а сейчас тебя прям это очень радует, потому что появилась такая возможность. А вообще здесь прикольно, красиво. Мы живем на вилле.
А вокруг офигенные горы, красивый вид. Обязательно покажу чуть позже. Вон там горы, да. Очень классное место и вилла клевая, огромная. Сколько там? Это количество спален буквально для огромной компании. Как раз бы вся компания наша и поместилась. А на данный момент только сколько нас, 9 человек, да? Ага. А еще очень круто, что в середине сентября здесь погода плюс 30 градусов, температура бассейна приблизительно 23, и это как бы он без подогрева. Это просто где-то уже везде осень, а здесь только, не знаю, продолжение лета, и это очень круто. Приехали в центр Майорки, и так забавно именно своя атмосфера. С мягким солнышком, узкими улочками. А еще самое прикольное это вот. Вид на гору. Наверное, очень круто иметь балкончики и выходить на балкончик и с таким прекраснейшим видом попивать кофеечек с утра. Красивый вид. И здания старые, и горы. Ага, да, еще одна шикарная улочка. Ну, это не церковь в нашем понимании, такая прям. Вы такие серьезные стоите. Кланяться. До смеха тут сразу как-то хочется серьезно. Вообще, Как капели. вообще должно приносить это счастье, правильно? А не ропот и трепет. Нет, это именно то, что ты говоришь, задумано. Что ты нашел там? У меня есть гранат. Ух тышка! Может, тебе еще лайм нужен? Вон соседнее Может быть. дерево. А это, кстати, не лайм, это скорее А всего что это? бергамот. Бергамот. Просто ты скажешь, нельзя мы будем делать. Хотя, может, и лайм. Понюхай. Нет, это бергамот, скорее всего. Идемте туда зайдем. Идем туда, там прикольно. Находимся возле интересного храма, а внутри вроде как должна проходить какая-то арт-выставка. Пойдемте глянем, что же там интересного. Сколько у нас? Шишка вместо носа. Гуляли по городу допоздна, пока наш секретный план не вступил в силу. Нужно было вернуться на виллу, отправить именинницу к себе в комнату каким-то образом, украсить дом шарами, накрыть стол и подготовить все для сюрприз-квеста. И ровно в 00 зовем ее. И, о чудо, все сработало! Ну вы даете. Какую луну подогнали? Розовая голубка. Боже мой, это же не я. Ну ладно. Серьезно. Персиковая. Класс. Боже, вы даже буковки понадыбали. Где вы взяли? Как вы сделали? А здесь уже нету 3 букв. Это очень О, красиво, кстати. Как Очень красиво красиво, да. смотрится, вообще класс. Так, не подойдите, главный подарок. Пока что твои подарки. Будем стоять. Алкашка. Ну давай чей подарок? Он, этот подарок тебя ждет от твоих друзей, и он за этим столом прекрасным накрытым. Ваш? И это даже не сам стол. Вы же понимаете. Он находится там, где обычно сидит именинница. Где сидит именинница? Вчера вы меня посадили тут. Во главе стола. Вот тут. Ищи.
поищи. Ого. Так. На пальчики. Спасибо, ребят. И тут мы решили, что за веселье без драки. У нас остались тортильи, а мы их еще не задействовали. Так и начался наш бой тортильями. Тепло, весело и без потерь. Ну, разве что 3 лепешки героически погибли. Сильно, вот за меня тоже так. Только чтоб лаваш не порвался. Не, ну еще разочек, все, ну что это было? Ну, это какой-то фальш был. Поднимай, поднимай. Самых крепких. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ксюша. Happy birthday to you. Самое заветное желание говори. Грузимся в машину и поедем сейчас смотреть прекрасные пейзажи, краевиды. Заедем на морько. И будет офигенный день. У нас с нами именинница сегодня. Будем отмечать. А тем временем я покажу нашу придомовую территорию с бассейном. А то боюсь, что так и не успею ее снять. Все так быстро несется. Я считаю, что это просто идеальнейшая локация для подобного трипа с друзьями. И такой дом. В доме огромное количество спален, наверное, штук 8. Вот так вот выглядит наша вилла на этот уикенд. Приехали в деревушечку, которая находится в горах. Вокруг такие пейзажи прикольные и очень интересный город. Сейчас будем его изучать подробненько. Очень симпатичная деревушка. Она маленькая, уютненькая, и здесь даже немножечко прохладно. И вот с этой стороны открывается еще и вид на горы. Ну, понятно, на горы, потому что она в горах. Но это прям очень прикольно. Такие улочки, узенькие подъемы прикольные. Класс. А тебе как нравится? Я обожаю такие местечки, считаю, что Европа так и должна выглядеть. Да, вот, наверное, вот так вот Аутентично, и милые выглядит люди, Европа. кафешки, без всяких агрессивных людей, грязи, бомжей. Все прям идеально, перфектно. Это что, конец пути? Интересно. Идемте. Это именно такая улочка переходная. А вид какой отсюда? Ух ты! Ну просто невероятнейший вид.
дороге по серпантинам, и мы приехали, остановились, вернее, на Випойнт, чтобы увидеть это прекраснейшее место. Та-дам! И, кстати, вон, смотри, какой туннель, прям через эту гору сделали. В этот туннель как раз едет. Это гора, мы ехали всю дорогу и смотрели на нее, смотрели, и вот наконец-то доехали на нее. Или же приехали к виду, где ее лучше всего не видеть. И туда посмотрим. Состояние, конечно, немножечко серпантинное. Серпантинное. А там в долине располагается деревушка, прикольно тут смотрится. Можешь посмотреть. Дорога того стоила, 1,5 часа по серпантинам и шикарнейшее место. Господи, а какие краски! Невероятно! После горной дороги мы прибыли к точке назначения, и это была бухта Порт-де-Соколобра. Мы были уверены, что на берегу есть куча кафе, и мы сможем где-то покушать с видом на море. Конечно, мы не ошиблись, кафешки были, но чтобы вы понимали, отзывы во всех ближайших кафе начинались от 1 из 7. Но нам таки пришлось поесть, выбора особо не было, поэтому имейте в виду. До сих пор удивляет, как в таких местах могут не придавать значения, казалось бы, элементарным вещам. Из соображений «зачем стараться» и так сойдет. Ну да ладно, подкрепились и пошли дальше исследовать бухту. Природа нас точно не подводит, она-то красивая. Мы на подходе к самому красивому месту этого города, и это бухточка. Открывается классненький вид. Дальше мы направились к ущелью. Здесь мы видим небольшой вход. Это туннель, прорезанный искусственно сквозь скалы, который ведет к пляжу Торрен-де-Парайс. Когда идешь через него, слышишь эхом свой шаг, шум воды, ветер, задувающий прохладой. Скалы здесь влажные, пахнет морской солью и камнями. И вроде всего несколько десятков метров, но ощущение как маленькое путешествие, которое переносит тебя в другую реальность. А ну-ка. Хереван, право Катерина. И лицо вот это такое. Да. Глаз, раз. Нос вот это такое, да. На выходе из ущелья перед тобой открывается невероятный и величественный вид. Здесь располагается небольшой пляжик, который состоит из гальки и камней, поэтому лучше взять обувь для воды. Босиком тут особо не походишь. Море здесь невероятно прозрачное, цвета от бирюзового до темно-синего. Когда-то здесь действительно текла река, которая веками прорезала горы и создавала гигантское ущелье. Скалы поднимаются почти на 200 метров вверх, и когда ты идешь по этой долине, чувствуешь себя крошечным по сравнению с природой. Сейчас летний сезон ущелье высыхает и превращается в природный каньон с камнями, песком и редкими растениями, которые растут прямо из скал. Вот и заканчивается наше путешествие. Садимся сейчас на самолет и едем домой. Это было мало, но очень ярко. Интенсивненький трип. Интенсивный трип, да. Ванчик. Много Где? красоты увидели, мало сна, спали, мало спали, но в целом очень довольны нашим маленьким трипом. Жалко вылет, поздновато. Сейчас у нас Сна практически не было, 4:30 утра. потому что вылет в 5 утра.
Самый живой член компании.